Привет, мои дорогие котики, ведьмочки, мои дорогие сестры. Мы сейчас, знаете, о чем с вами поговорим, такую тему мы с вами не поднимали, но я вам просто про суперэффективное одно средство расскажу. Мы поговорим с вами про березовый деготь, немножко про полынь поговорим. Так вот, девочки, смотрите, как окружить себя чем-то таким, что помогает в магии, что можно, как говорится, мазать, да? Э, Все вы знаете про обычный березовый деготь. Он продается в аптеках. Вот я вам просто у меня несколько бутылочек, и вот это вот одна из старых моих, бутылочек, да. Вот это еще с 17 года, но он все равно действенный, да. Так вот, от чего деготь березовый? Можно ли его, использовать в магии? Да, девочки, супер. Единственное, что, например, в свечах ты его особо не попользуешь по одной простой причине, потому что, девочки, для многих этот запах — это запах, например, какой-то железной дороги, да, мазута какого-то. Ну, запах березового дегтя все не любят, потому что это реально штырь такой большой. Но, я вам хочу рассказать тут про полынь и про березовый деготь. В общем, девочки, если вы хотите почистить помещение вокруг себя, много есть, всяких таких интересных запахов, которые отпугивают кого-то и чего-то, да. Вы даже, например, можете вспомнить тот же чеснок. Но, если, например, вы хотите, чтобы где-то приятно пахло, очень часто, вот, например, кто в баню любит ходить, то там полынные веники, да, много используют полынное масло, есть полынное мыло, девочки, да. Но, например, когда вы хотите почистить свое пространство, особенно если вы начинаете или хотите делать какой-то ритуал магический, даже неважно какой, там чистка, либо просто там для увеличения чего-то, вне зависимости от лунных суток, те же вашего гороскопа и всего остального, ну, только если вы не переносите запах полыни, да. Эм, Есть, вот, например, в христианском эгрегоре в основном используется ладан. Ну и не только в христианском эгрегоре, да, ладан мы везде используем. Но помимо ладана, смола, которая вот надо в специальных ладанках либо разогревать, окуривать помещение, тяжеловато. И очень хорошее средство — это, девочки, полынь. Вот здесь вы можете видеть просто листики полыни, ну, точнее, веточки, да. Я полынь заготавливаю сама, то есть я хожу, девочки, у меня такие еще, ну, и ножницы есть специальные, потому что руками она не рвется. И когда полынь цветет, я хожу и собираю. Там, благо, недалеко от моего дома прям заросли полынные есть. Но не всегда я успеваю полакомиться полынью рядом у себя, потому что есть другие ведьмы, которые первее меня ходят по этому красивенному полынному небольшому участку полянки полынной и до меня стригут всю красоту. Поэтому я иногда ухожу куда-нибудь подальше в лес. Так вот, э, и вот смотрите, что я делаю, да. Вокруг, например, дома, на улице, когда вы занимаетесь какими-то ритуалами, вы можете просто взять веник полынный и просто его сжечь. И вот окуривать себя, воздух, пространство, запахом полыни. Еще, девочки, я другое делаю. Вот такие вот у меня есть такие вот свечи. Это свеча, где фитилем является именно полынь, веточки сами полыни, без вот этих вот штучек, да. То есть мне удобно это использовать именно в доме, потому что полынь я сжигаю, здесь у меня еще пчелиный подмор, и вот еще красной нитью я здесь так вот перевязываю. Это для программы такой определенной. И еще, девочки, могу вам посоветовать, что вы можете где-то приобрести в эзотерических магазинчиках, на Алиэкспресс, там, ну, где угодно, в принципе, да, есть полынные такие сигары. Это специально для окуривания помещений. Тут полынь, она так э, сбита в такую вот труху, скажем так, и она тлеет. То есть вы можете зажечь ее, задуть, и она будет медленно-медленно тлеть, и у вас будет очень много полынного
запаха вокруг вас. Это для очистки пространства. Очень не любят полынные запахи, всякие лярвы, всякая вот такая гадота, полынь не переносит. Причем не просто вот запах даже полыни, а сколько девочки, вот как блохи не переносят запах полыни, да, например, в будке собачьи раньше, в сарае, в хлева, там, где животные раньше стояли, от всяких паразитов, у курей, например, тех же, там блохи куриные, да, использовалась полынь, и все это прекрасно работало. И вот смотрите, вот чтобы у нас не было вот этих низковибрационных, низкочастотных, гадот, да, вокруг вас, вы можете почистить, пространство именно с запахом полыни. Можно, правда, если вы найдете эфирные масла полыни, тоже можно в аромалампу какую-то добавить. Но к этому запаху, конечно же, надо хоть чуть-чуть привыкнуть, да, или понимать, может, не так часто его использовать, потому что это все-таки запах полыни, да, это не ароматы, известных парфюмерных французских домов. И еще что я вам хочу посоветовать в этом видео, девочки. Если вдруг, а вот это уже касается тел, да, тел нашей кожи. Есть деготь березовый. Он продается либо в каких-то гомеопатических магазинчиках, да, можно купить в аптеках. Он продается много везде, разного можно найти, березовый деготь. Он в шампуне, в мыло добавляется, да, там, от сиборей, от экземы, от всего того пятого, десятого, да. Многие успешно это, используют. Но я вам скажу, я где-то уже в своем одном из видео обмолвилась и все-таки решила все-таки вам поконкретнее рассказать про березовый деготь. Дело в том, что если у вас есть какие-то кожные заболевания, такие, знаете, вот фурункулы, вот от сглаза, девочки, могут быть фурункулы, вот особенно куда вам посмотрели, и вы понимаете, что вот это как-то не само к вам пришло, вы можете помазать капелюшечкой дегтя березового, вот это вот место. Можно себе лечить прыщики всякие, да. Можно, девочки, вот если у вас что-то такое, что связано с магией, деготь снимает очень хорошо. Понимаете? Вот, просто поверьте на слово. Единственное, что это средство чисто наружное, употреблять внутрь его нельзя. Есть еще одно такое замечательное средство, то есть оно очень редкое. Как-то, не все знают, как оно произошло, но из костей, животных, крупного рогатого скота есть такое средство АСД. Оно используется именно в ветеринарии, точнее, его еще продают в ветаптеках, но, может, вот кто знает, что такое АСД, да, можете тоже его попробовать. Тоже такой, вот это такой очень, штырь такой стоит, вонь конкретно. Вот это средство АСД — это вонь просто отъявленная, скажем так, да. Но там тоже, желательно по инструкции, по рекомендациям его использовать, поэтому я его здесь не советую вам, да. А так как деготь, он, сделан, в принципе, из березы, вот это, знаете, такое, смоляное средство, то вот, если вы чувствуете, что вам что-то навели, на вас какую-то такую болезнь, крадут женскую вашу красоту, крадут, глазят вас, да, вытягивают у вас где-то даже вот энергию, но и вам нравится запах дегтя, вы можете купить деготь и вот им удачно пользоваться. Как он выглядит, сейчас я вам покажу. Вот такая вот консистенция идет. Много его не надо. Ой, девочки, не знаю, мне очень нравится запах. Может, он, ну, он такой штыревой. Это такая, как масляная такая вот жидкость идет такая. И если оно попадает на кожу, оно имеет такой вот эффект слабо раздражающего антисептика, да. То есть вот я сейчас нанесла себе вот сюда на руку, я уже чувствую тепло от этого дегтя.
И, конечно же, сейчас этот запах, штырь будет стоять, где угодно. Но, например, те же вот бородавки, наведенные бородавки, да, наведенная там сиборея, какие-то у вас ранки где-то чего-то незаживающие могут быть, да, вы можете промазывать это дегтем, делать какие-то такие масочки ненадолго. Это по типу ихтиоловой мази, если кто помнит. Есть еще такая ихтиоловая мазь, тоже же, со штырем таким, запахом отъявленным, но тоже рабочая, которая вытягивает эти фурункулы, да, или как ленимент бальзамический еще есть такое. Но деготь, девочки, он именно для магии. Ну, просто я вам даже, вот если вы хотите, можете даже загуглить, что такое деготь, да, и тут будет написано: эффективен в борьбе с кожными заболеваниями, пиодермия, псориаз, язвы, пролежни, ожоги, грибковые поражения, паразитарные, экзема, псориаз, чешуйчатый лишай, трихофития гладкой кожи, сикоз, чесотка и другое. Так вот, девочки, желательно использовать именно по инструкции. Еще взять на пробу, то есть смотрите, чтобы у вас не было аллергии на этот препарат. Но что с ним делать? Вот когда вы чувствуете, что на вас что-то навели, то есть вот как-то пытаю вот знаете, что я делаю сама? Я, конечно, не буду прям вам там советовать делать то же самое, да, потому что это чисто такое уже, когда на кожу наносишь, что это, ну, уже зависит от организма человека, да, и вонь, возможно, вы не сможете терпеть, да, вот эту вот, которая идет от этого дегтя березового. Но, девочки, я периодически раз, ну, в 2 месяца, знаете, что делаю себе? Я просто вот по пальцам наношу и делаю себе такую маску на лицо. А потом эту маску смываю с мылом или там с такими средствами для лица, умываюсь. Запах еще держится у меня, кстати, я где-то это на сон грядущий делаю. Он держится еще где-то на следующий день. И чуть-чуть, не так сильно, но все же, да, лучше вот чем-то пахучим перебивать. Иногда можно там духами сильно побрызгаться какими-нибудь. И, в общем, потом э, эффект, девочки, он больше заметен на энергетическом таком уровне, понимаете? Но во многих случаях он поможет вам даже вот просто в лечении того, что на вас навели, понимаете, в магии. Рожа. Когда на ногах, девочки, вылазят какие-то бляшки у вас, и если вы проверили свою кровь, и у вас в крови нормальные какие-то значения идут, да, попробуйте даже вот дегтем поприкладывать, такие не компрессы, а именно вот помазать это средство. Можно еще говорить какие-нибудь заговоры. Или вы мажете и говорите: "Я избавляюсь от того-то, того-то". Я мажу дёготь и избавляюсь от того-то, 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 вот. То есть накладываете минимальную какую-то программу. И еще хочу посоветовать тоже одно средство. Нашла замену, девочки, дегтю, вот чтобы не сильно так воняло. Короче, это у меня просто здесь Сиберика, вот, кто знает, вот косметическая марка. Но тут что есть? Очищающий тоник для лица, для проблемной кожи, органического гидролата белой березы. Но самое главное, что тут вот этот вот гидролат, экстракт белой березы на 85% состоит из бетулина, самого сильного натурального антисептика. Так вот, девочки, и вот тут вот осадок вы можете видеть, да, это вот как раз столько вот чуть-чуть тут добавлено вот этого бетулина. И знаете что? И знаете что, девочки? Он, вот я вот протираю себе просто там лицо, тело иногда протираю, и знаете что? Вот этот бетулин, он очень похож мне на деготь. Не воняет совершенно, да, но вот что-то такое вот есть, понимаете? Такое же, как у дегтя березового. Причем обращу ваше внимание, что такое береза, девочки, да? М, Это женское растение. Это растение, дерево женственности, женского здоровья, да. То есть
если у вас даже нету возможности там, как говорится, к березе поприкладываться. И вот у меня где-то даже было видео, просто я уже его сейчас, наверное, не найду, потому что это было много лет тому назад. Ну, много, может, не знаю, года 4-5 тому назад. Где-то у меня тоже было видео, где я вам показывала березу, под которой лежало разбитое зеркало, да, то есть и оно так было разложено для того, чтобы убрать вот это какое-то женское заболевание, кто-то разложил. Надеюсь, эта женщина, счастлива, и все у нее в принципе, и хорошо. Вот такие дела. Так что, если вдруг вас что-то беспокоит, да, такое вот, что на коже вдруг образовалось, какие-то такие вот бородавки или грибок, который вы не можете свести, все перепробовали и всё остальное, не отказывайтесь от наружного применения дегтя. Реально, да. Вонюч, пахуч, но, девочки, после него вот прям, знаете, как умылся, э, че чем-то крутым, даже не просто там водой умылся, да, а вот, ощутил вот, силу природы на чистейшем дегте. И, интересный факт о дегте, знаете какой? Вот мы умываемся водой, а деготь березовый, он легче воды. Вот представляете, вот это вот суспензия, вот взять, да, вот то, что я вам показывала, на руку мазала. Кажется, смола, но эта смола легче воды. И знаете, девочки, еще такой момент. Есть деготь березовый, а есть деготь сосновый. И вот тут вот недалеко от меня вот были заготовки соснового дегтя. Но знаете, что я хочу найти, и я не могу найти. Наверное, просто так его и не найдешь. Есть еще осиновый деготь. И вот я хочу из осиновой коры вот этот с острым специфическим запахом найти вот этот осиновый дёготь. Надеюсь, я его найду, мои дорогие. Тоже хочу использовать для магии. Попробовать на себе, и потом, может, я вам расскажу, когда и что. Вот такие вот дела. Все, любимки. Пока-пока.